Привет! По просьбам зрителей из комментариев к моему недавнему обзору на беспроводные наушники QCY T11, сегодня я решил сделать небольшое сравнение этих наушников с не менее интересной новинкой от Hailu моделью GT3. Ведь, как говорится, надо ковать железо, пока оно горячо. Тем более, что обе эти модели действительно очень похожи, и думаю, такое сравнение точно будет не лишним. Сегодня я пойду по порядку и начну, пожалуй, с внешнего вида. Как можно заметить невооруженным взглядом, зарядные кейсы данных гарнитур отличаются, как по размерам, так и по способу изъятия из них наушников. В модели GT3 у нас горизонтальная укладка, в то время как в QCY наушники располагаются вертикально. Разумеется, каждый сам для себя решает, что предпочтительней именно ему, но лично мне вариант у Hailu нравится больше. В таком положении наушники доставать легче, но отсюда вытекает и другой немаловажный момент – это габариты. Несмотря на то, что в обоих кейсах стоит аккумуляторный блок одинаковой емкости на 600 мАч, размеры корпуса наушников Hailu все же больше таковых QCY, но при всем при этом сам пластик, опять-таки лишь с точки зрения практичности, более привлекателен в GT3. Как я говорил в своем обзоре на T11, глянец очень быстро царапается и принимает не очень приятный вид, так что и по данному параметру я нарисую плюсик в копилочку Hailu. Подключение к смартфону в случае с наушниками GT3 происходит по изъятию их из кейса. В QCY же для этого достаточно открыть крышку. Удобство здесь очевидно, но вот реализация даже такого подключения весьма сомнительная. Дело все в том, что крышка в T11 никак не фиксируется и в открытом состоянии болтается, что создает определенный хоть и мелкий, но дискомфорт, особенно когда пытаешься достать наушники из кейса. В Hailu крышка также не особо имеет фиксацию, но и не пытается всякий раз закрыться. Доставать наушники из этого кейса намного удобнее. Индикация уровня заряда в обоих случаях трехточечная, хоть и по-разному реализована. По этому параметру здесь все же паритет, ровно как и по разъему питания. Не могу не отметить, что очень рад появлению на постоянной основе разъема Type-C в последних моделях этих двух компаний. А вот по сбросу до заводских настроек или перезагрузки наушников я, как и раньше, больше предпочитаю физическую кнопку. Делать это посредством сенсоров самих наушников, выписывая определенный ритуал, мне не очень удобно. Ну и на этом моменте по кейсам вроде как все. Теперь давай посмотрим, что там получается с самими наушниками. И здесь на самом деле все куда проще, чем кажется. Модели по этой части очень похожи, и разве что отличаются длиной ножки. Посадка в ушах отличная, дискомфорта при долгой носке ни те, ни другие не вызывают. Кстати, ради интереса, во время создания данного сравнения я попробовал перевесить амбушюры с Hailu на QCY, и как ни странно, они идеально подошли к T11, прям как будто так и было. Есть ощущение, что этим двум компаниям надо определенно обменяться между собой опытом по созданию амбушюр для своих наушников, а то получается, что QCY стараются, но пока выходит у них неважно. Теперь что по функциям. Разумеется, наличие фирменного приложения, пусть и не особо локализованного для нас, но с возможностью перенастройки жестов, добавляет QCY плюсов в карму, ведь перенастроить действие можно в любой момент. К тому же для выбора здесь доступно и управление громкостью. К примеру, если исключить из настроек активацию ассистента и игрового режима и на тройное касание поставить плюс-минус громкости, это позволит тебе не доставать смартфон из кармана, что в холодную зимнюю пору очень актуально. А вот Hailu GT3 таким похвастать не могут, управления громкостью в них нет, как и нет возможности активации режима с низкой задержкой для игр. Отсюда и вытекает второй неприятный момент в наушниках Hailu. Во время моего игрового теста в PUBG Mobile наушники проявили себя не очень хорошо, показав 400 миллисекунд задержки звука. А вот в T11 при активном High Performance режиме задержка получилась почти в 2 раза меньше – 220-240 миллисекунд. С таким интервалом уже можно более-менее нормально поиграть, если ты, конечно, не профи. Интерфейс связи со смартфоном в обоих случаях Bluetooth версии 5.0. Ну а теперь, наверное, настало время самого главного, для чего мы здесь сегодня собрались. Это, разумеется, звук. Несмотря на то, что за его передачу в Hailu отвечает один аудиокодек SBC, звучание в них настроено превосходно. Как я уже говорил в своем обзоре на GT3, я не понимаю, как они этого добились, но SBC здесь выдает очень хорошие частоты. В T11 по звуку тоже все хорошо, но при этом он здесь другой. Он классный, но другой. В общем, если по-простому, то за универсальным звучанием я бы обратился к Hailu, а вот более детальная прорисовка всех инструментов как раз таки присуща QCY. Здесь будет меньше баса, чуть меньше глубины, но при этом можно услышать намного больше нюансов. И вот за это нужно благодарить именно гибридную связку в T11. В Hailu же все по динамической классике. Здесь чуть больше баса и объема, но при этом имеется небольшой спуск по средним.
Максимальный уровень звука в обоих случаях идентичен, громкости вполне хватает, даже есть небольшой запас примерно в 10%. Да, для кого-то это немного, но лично мне в самый раз. И тут как нельзя кстати необходимо упомянуть про автономность, по которой в наушниках также примерный паритет. В моем тесте QC White играли 3 часа и 24 минуты, а GT3 остановились на отметке в 3:15. Что же до встроенных в наушники микрофонов, то как по мне, Halo здесь все же немного лидирует. Ну а сейчас я предлагаю тебе сравнить работу микрофонов самостоятельно, послушав мой тест. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках Halo GT3. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду открывать окна по традиции. Скорость у меня около 70 км в час. Вот так вот при открытых окнах задувает мне ветер сюда. Искусственно создается такой эффект ветра, да? И, собственно, вот так отрабатывают шумодава при таком сценарии использования. Ну, вот как-то так это работает. Ну и, собственно, по традиции второй тест с печкой. Сейчас выкручиваю ее на максимум, она будет потихонечку набирать обороты, создавать максимум шума искусственного в салоне. И ты услышишь, как отрабатывают шумодава при таком сценарии использования. Допустим, если ты где-то зимой будешь обогреваться в машине, ехать и разговаривать по вот этим наушникам. Проверяем работу микрофонов в наушниках QC White T11. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас по традиции открываю окна, создаю максимум шума, мне сюда задувает ветер. И вот так отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. В общем, все можешь посмотреть и услышать сам. Ну и по традиции второй тест с печкой. Выкручиваю ее сейчас на максимум. Она набирает обороты. Сейчас уже секундочек через 5 в салоне будет стоять просто сильнейший шум, выдувает отовсюду горячий воздух, очень громко здесь все в салоне происходит. И вот так отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования, если ты, допустим, зимой будешь обогреваться печкой на полную и разговаривать по вот этим вот наушникам. Как-то так. Ну и подводя некий итог, давай посмотрим, что мы получаем в сухом остатке. По своим функциональным возможностям и какой-никакой индивидуальной настройки наушники QC выглядят намного привлекательней, да и компактность зарядного кейса тоже остается за моделью T11. Также немаловажной опцией для многих сможет стать наличие игрового режима, который здесь доступен для активации. Конечно, нужен он не всем, но тем не менее он есть. Ну а вот по звуку и микрофону все же более универсальным вариантом будут наушники от Halo. Здесь более классическое и привычное динамическое звучание. Но я не могу сказать, что T11 звучат хуже, просто сам звук здесь воспринимается как-то по-другому, и подобное звучание для кого-то может быть непривычным и возможно даже разочарует. Но повторюсь, лично мне звук в них очень зашел. Дело все в том, что я люблю слышать детали, больше чем если бы все заливалось просто басом. В любом случае, окончательный выбор остается как всегда только за тобой. Надеюсь, мое сравнение получилось информативным и поможет сделать тебе этот непростой выбор. Тем более, если взять во внимание, что стоимость наушников плюс-минус одинаковая, около $27. Тут разве что наушники от Halo иногда продают за 22, но думаю в скором времени и на QC цена упадет. Поживем увидим. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.